Привет, друзья! Сегодня будем заполнять форму поиска пассажиров или так называемую PLF форм для поездки в Великобританию. Заполнять форму PLF нам нужно за 48 часов до вылета. Заполняется она бесплатно совершенно на сайте gov.uk, ссылочки я вам оставлю. Но для начала вам нужно определиться по статусу вакцинации, что вам нужно еще, кроме заполнения формы. Я, например, являюсь лицом по британским законам не полностью вакцинированным, потому что моя вакцина Коронавак не принята в Великобритании. Соответственно, я должна еще сдать тест на ковид, это может быть ПЦР или антиген, так же, как и все уже заполнить форму PLF и забронировать тесты. Для тех, кто полностью вакцинирован, как минимум тест второго дня, непосредственно уже в Великобритании, а для меня 2 теста на второй день и на 8-й. Видео по поводу бронировки таких тестов у меня уже есть на канале, посмотрите, пожалуйста. Ну, а сейчас я отключаю свой Face, и мы будем заполнять нашу PLF-форму. Для того, чтобы заполнить PLF-форму, вам понадобятся следующие данные. Это номер вашего паспорта, контактные телефоны в Великобритании. Это может быть как внутренний ваш домашний телефон, так и телефон британский. Номер рейса, дата и время вашего прилета, а также референсный номер бронировки ваших тестов. Ну, начнем. Вначале нас попросят зарегистрировать аккаунт на сайте для того, чтобы заполнить форму. Допустим, у меня нет аккаунта, и я его хочу зарегистрировать. Мне показывает, что у меня аккаунт уже есть, и я могу в него войти. Но я это сделаю. На самом деле регистрация очень простая, и вы можете это сделать буквально за несколько секунд. Поэтому останавливаться я на этом особенно не буду. Я введу номер, который мне пришел по телефону, подтверждающий возможность зайти в мой уже существующий аккаунт. Так как у меня аккаунт уже существует, в нем есть некоторые детали, которые вам понадобится заполнить при первом входе в свой аккаунт. Это имя, фамилия, дата рождения, номер контактного телефона, который можно изменить, кстати, декларирование того, что вы будете доступны по этому номеру для звонков и текстовых сообщений, ваш домашний адрес, номер паспорта, страна, которая выдала паспорт. Опять же, эти все данные мы можем менять, поскольку создается этот аккаунт один раз на долгие годы. А сейчас я создам новую форму и отвечу на буквально несколько вопросов. Что я планирую делать в Великобритании? Я планирую оставаться там, у меня нету транзитов там и так далее. В какой аэропорт я прилетаю? Я прилетаю в аэропорт Стэнсет, тут все можно выбрать. Прилетаю я из Украины с авиакомпании Ryanair. И мой номер рейса вот такой. Дата моего путешествия. Я прилетаю 8 ноября. И в 14:10 по британскому времени приземлится мой самолет. И опционально я могу указать дату моего отъезда из Великобритании. У меня она есть. Я ее укажу. Если у вас ее нет, вы можете не указывать. Мой визит в Украину. Здесь нас спрашивают, что я делала в Украине за 10 дней до отлета в Великобританию. Посещала ли я или буду посещать какие-то страны и острова на протяжении этих 10 дней. Я не посещала и транзитом не проезжала. Поэтому я указываю только дату моего отъезда из Украины. Она совпадает с датой прилета в Великобританию. Какие-либо другие страны и острова? Нет. Дальше страничка моего статуса вакцинации. Если я полностью вакцинирована, я выбираю Yes. Я не полностью вакцинирована, поэтому выбираю второй вариант. И меня предупреждают о том, что я должна купить тесты 2 и 8 дня.
Едут ли со мной какие-либо дети? Нет, не едут. Что описывает лучше всего мою ситуацию? Это проверка на понимание. Я нуждаюсь в самоизоляции, когда я приеду в Великобританию. У меня есть какие-то исключения от самоизоляции, одобренные правительством Великобритании. Я знаю, что я должна самоизолироваться. Где я планирую оставаться в Великобритании? Есть ли у меня адрес? У вас это может быть адрес отеля, например. У меня это адрес моих друзей. Он существует. Здесь я прописываю в этом поле людей, с которыми я планирую пребывать на самоизоляции. И адрес. Адрес прежде всего это индекс. Он вот так выглядит. И дальше мы можем выбрать адрес из предложенного списка, которые относятся к этому посткоду. Я прописываю, когда я приезжаю на этот адрес. И когда покину его. Какие-то другие места пребывания в Великобритании у меня нет. Тестирование после вашего прибытия в Великобританию. У нас было видео, и у меня есть номер референсный этого тестирования, который я уже купила заранее. И вот в этом поле мы его укажем. Буду ли я использовать тест to release, чтобы сократить мой срок? Я не буду этого делать. Все, мне показывают все мои ответы. И дальше я могу просто нажать кнопочку «Продолжить». Получить мою форму в PDF по имейлу. Я декларирую, что я все знаю, понимаю. И подписываю форму. Тут я могу ее загрузить. Вот так она будет выглядеть. С этой формой в распечатанном виде я и прилечу в Великобританию. Хороших вам поездок. Пока-пока.